Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 мая. События будущего. Чего ждать? Что скоро случится или скоро произойдет? Давайте узнаем. Может быть и правда какая-то откроется. Или как ваш инсайт, ноу-хау, теперь вы будете знать, как поступить. И, конечно, останемся реалистами, часто об этом говорю, потому что мои расклады или прогнозы, они не несут предсказательной системы. И я часто пишу, любое совпадение случайно. Мы рассматриваем с вами Таро как метафору, как инструмент самопознания или самоосознания тех процессов, которые в глубине вашей души формируют какую-то проблему, с целью найти ее решение в первую очередь, прожить словно эмоционально, глядя на карты, и снять напряжение. Иными словами, мы предполагаем, размышляем и допускаем наличие альтернативных вариантов развития событий. И у нас две колоды. Первая – это Ленорман, который прорисовал Чиро Маркетти. И вторая – это колода Таро, которую создала великолепный художник, психолог, таролог Колет Барон Рид. И карты подаются с позиции позитивной психологии. Давайте будем добрее к самим себе и к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Вы люди интуитивные, и поэтому давайте попробуем переложить на метафору карт те события, которые вас сейчас беспокоят, волнуют, чтобы узнать, что же, как событие будущего, как вариант может произойти, что спешит вашу жизнь, события ближайших дней, с чем это может быть связано, как разовьются события по тому вопросу, который вы теперь пытаетесь решить, какими энергиями возможно воспользоваться. И первая у нас карта Таро – неожиданность. Это где-то то, что вы не ждете, и это вам нужно, может быть, учесть где-то, или как перемены какие-то на пороге. Что-то может вести как раз к переменам. Вот неожиданность, что это может быть. И добрые события, или в чем ваша сила, что вам нужно сейчас услышать и принять во внимание, не упустить, иными словами. На сферы ваших основных сфер жизни. Это первая сфера достижений, вашего профессионального труда, занятости, бизнеса, учебы, документов, у кого что. Сфера финансов, денежная энергия. И последняя карта – любовь и личная жизнь. Давайте будем узнавать, что же за события ближайшего будущего. Тут, смотрите, вообще люблю эту карту. Карта собака – это карта друга. Это того, кто готов прийти на помощь. Это с кем вы можете проговорить то, что вас беспокоит, или поделиться радостью. По этой карте проходят искренние люди. Как минимум один искренний человек в вашей жизни есть. И значит, какую-то, может быть, концепцию свою, что вы хотите осуществить. Есть смысл по душам, вот как поделиться с кем-то и услышать добрый совет. Или мы можем где-то рассчитывать на помощь, мои дорогие. Ведь эта карта еще соответствует десятке червей. И то, что мы называем десятка кубков, это даже если и личная жизнь, но это не совсем про страсть нам тогда карта говорит, а про добрые, дружеские, доверительные отношения в семье или в вашей паре, мои дорогие. Давайте посмотрим. Для тех, кто один или одна, подумать, может быть, и завершить это одиночество. Карта Луна. Есть, видимо, еще какие-то неопределенности, и где-то карта дополняет все то, что я сказала по карте собака. Если есть какая-то нерешенная тема или вопрос, значит, рассмотреть разные варианты решения. Или вот с тем человеком, которому вы доверяете, послушать его точку зрения, с чем-то определиться. Карта со знаком плюс проигрывается как эмпатия, нежность, ласка, тепло домашнего очага. Это наши любимые, близкие. Понятно, в любой карте много значений. И есть еще такое значение, когда тысячи неопределенностей. И еще внешние события, они пока дают только как облик, какие-то варианты, очертания их. Но нет пока конкретики какой-то. И вы можете в чем-то сомневаться. С одной стороны, не устраивайте себе какой-то колодец из глубокой философии. Всегда мы можем туда нырнуть, словно билет в один конец. Туда зайти легко, а вот выкарабкаться обратно из этих эмоциональных переживаний, как правило, бывает сложно. Но есть еще и такая, как предупреждение, трактовка: остерегайтесь толпы.
Выражение «меня несет толпа». Просто знайте, вам в другую сторону. Тоже касается и каких-то коалиций, к примеру, на работе, на учебе, когда вы можете, ну, так оказаться, когда даже если мы говорим рабочий коллектив, есть одна группа людей, есть другая, один за руководителя, другой против, там что-то вот такое затевается. Вот вам и не туда, и не сюда. Оставайтесь сами по себе. Вот в любой номинации толпа или какая-то общность, ну, я не могу сказать, что она вам будет как-то содействовать. Тут скорее она будет больше вам какой-то путаницы вносить. Поэтому есть вот один человек, которому можно доверять, и, видимо, все остальные события жизни видеть беспристрастно, не пропуская их через эмоции. События ближайшего будущего. Может быть, для кого-то напрямую, для людей семейных, вопросы, связанные с детьми или даже взрослыми детьми. Но еще и по карте ребенок это как перезагрузка, это новый жизненный этап, это новые возможности. Может быть, и где-то подразумевается, что если это отношения даже, да, какая-то, есть история, когда на новый уровень переходят отношения. Может быть, когда напрямую, мои дорогие девочки, для кого это актуально, вы ждете ребенка и понимаете, уже готовитесь к этому периоду. Но в основном это просто нам говорят о том, что сейчас жизнь меняется. И для тебя не столько оглядываться назад или строить будущее, исходя из каких-то прежних методов, а наоборот, какие-то новые методы, тактики, стратегии в эти 10 дней будет благополучно рассматривать. Для тебя открываются новые перспективы, поэтому и перезагрузка, что спешит в вашу жизнь. Аркан птицы – это всегда сбивчивая информация, это сплетни. Это досужие мысли досужего человека. Нас много, мы все разные. И каждый в чем-то абсолютно убежден, что должно быть именно так, а никак не иначе. Вы можете столкнуться с людьми, которые где-то насаждают свое мнение на вас. Или, в принципе, когда много разношерстной, разной информации. Вверху у нас аркан Луна. Это когда сумятицу, путаницу, какую-то паутину в ваших мыслях создают новостной ряд или мнения чьи-то людские, поэтому, может быть, чтобы меньше было какой-то неопределенности, меньше стоит и доверять всему тому, что вы слышите. Доверяй, но проверяй. Если вы пытаетесь решить какой-то вопрос, и все то, что я уже говорила, тут, скорее всего, какая-то прежняя история явно будет меняться. И пусть это будет сопряжено с чем-то или связано, то как внешние события, внешняя обстановка – может быть, даже на каком-то более глобальном, мировом масштабе. Если особенно ваша работа, вид деятельности именно связан с взаимодействием вот внешних каких-то событий, то тогда нет смысла, ну, может быть, реагировать болезненно или принимать до души все те новости, которые вы слышите, читаете. Может быть, на YouTube смотрите, мои дорогие. Ну, правда, есть какой-то подвох, обман, неопределенность или какая-то чехарда. И в ней пока еще разобраться, какое-то рациональное зерно выудить очень сложно. Предоставьте событиям развиваться, ну, самим по себе. А вы просто наблюдайте, анализируйте. И если действительно вы хотите что-то для себя тут создать, определить, заключить контракт, договор, здесь все равно нужно оттолкнуться от того, что хотите вы. Но это уже где-то действовать по-другому все же. Вот эти две добрые карты нам как раз и говорят о том, в чем ваша сильная позиция, как и перестроиться на какой-то новый лад. И с другой стороны, есть поддержка, когда вы будете ощущать свою собственную позицию более сильно, потому что есть тот, на кого мы можем опереться. Видимо, для вас это тоже важно. Но вокруг, как еще какая-то темнота или сумерки, вроде очертания есть, конкретики никакой. Так и информация сбивчивая, непонятная, у каждого своя правда. И в целом это какой-то клубок противоречий для кого-то из вас может означать. Давайте узнаем, что же там в неожиданностях. Ну, какая-то правда. История, она словно притормозилась, повешенной. Наверное, куда-то не стоит торопиться. Факт. Потому что вряд ли тут, если вы что-то даже будете пытаться ускорять,
ну, вряд ли получится. В неожиданностях, значит, есть и такое значение, время буквально работает на вас. По аркану повешенного он это сам себя перевернул, потому что он пытается какую-то проблему или вопрос увидеть с другого ракурса. Но мы всегда говорим, что это некоторая пауза. Поэтому аркану, когда он выпадает, не время что-то форсировать, не время выносить вердикты, мои дорогие. Значит, может быть, есть и какой-то минус, который тянется из прошлого. Ну, что-то вы делаете, или, знаете, основываясь на прежних методах, а тут нам ведь говорят карты, нет, вот прежний метод какой-то не сработает. Тут нужно либо пересмотреть отношение к делу, к вопросу, если мы рассматриваем карту ребенка как новизна. Иначе вы будете заново или снова и снова повторять какой-то шаблон, а шаблон – это привычка. И вот конкретная какая-то есть привычка, которая вам мешает. Привычка видеть мир по-прежнему. Или, знаете как, пытаться сделать что-то новое, но пользуясь старыми методами. И нам говорят, что да, нужно признать какое-то поражение, потому что иначе эта история будет затянута еще дольше. Тут нужно как-то по-другому подойти к определенному вопросу или решению этого самого вопроса, проблемы, смотря что у кого стоит. Рассмотреть эту тему более беспристрастно. Здесь какое-то новое умение, новый навык, новый метод. И вы пока его не узнаете или не изучите, или не пройдете какую-то определенную траекторию, мои дорогие рыбы и рыбки, я могу такое предположить. Ну, ведь это старший аркан. То есть есть взаимосвязь еще и от внешних событий. Не все лежит в плоскости ваших желаний, а здесь именно ваше желание несет какой-то более глобальный смысл. И это как взаимодействие с людьми, или взаимодействие с какими-то чиновниками, или, может быть, кто-то сдает экзамены, да, и вот пока вы тоже прочувствует вас этот преподаватель, или пока вы научитесь понимать, осмыслять, может быть, эту тему, которую вы изучаете и сдаете. Но к любой сфере жизни это можно переложить, и значит, если даже тот же экзамен, да, прежде ты его не сдал, ну, значит, тебе нужно в каких-то деталях, может быть, ты надеялся, что ты как-то так с легонца проскочишь, а нет, тут вот надо детализировать что-то и на самом деле изучать, представить себя не просто вот в этом отрезке жизни, а что ты вот эти знания будешь перекладывать на практику, и тебе это пригодится. Давайте узнаем, в чем же ваша сильная сторона. Вестник воздуха. А это когда вот все то, что я только что долго говорила, потому что это какая-то тоже перезагрузка и новое направление. Это те выводы, которые мы основываем на опыте. Это, кстати, быстрота реакции в этой колоде и отход от прежней догмы. Вот конкретно так. Вот отход от прежней догмы или от какого-то шаблона привычки, все то, что мы с вами только что подробно говорили, для вас открывает совершенно другую возможность, новое направление, что-то сделать для себя очень так каллиграфически красиво, филигранно, я бы сказала, когда вы получите этот эффект. Но, может быть, для кого-то и тот вопрос, который вы не решили определенным методом или через определенных людей, или в определенный период жизни, вот такое тоже могу допустить. Значит, это не значит, что все, окончание. Нет, это значит, что нужно пробовать и дальше, но изменить методы. Ваши достижения, дела, работа, бизнес, изящное завершение чего-то. Десятками воздуха или десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Поэтому тут действительно прощание с какой-то вашей концепцией правил или концепцией догм. Вы видели что-то в одном свете, но теперь это не имеет значения. И на все ваши достижения, мои дорогие, все то, что я только что сказала, эта карта просто подтверждает. И что бы тут у вас ни стояло на кону, но, видимо, внутреннюю какую-то перезагрузку или, знаете, это как изящное завершение и новое начало. Но это новое мышление, мои дорогие. А еще в этом аркане есть такое значение, как прозрение. Мы раньше как-то видели по-другому. Мы, может быть, совершали одну и ту же ошибку, и мы не видели этой ошибки. Так вот, теперь вы ее увидите. И поэтому в прошлая дверь как раз
красивое, изящное завершение. И есть такая возможность. И для вас это будет открывать новые перспективы. Но есть какая-то еще тема, которая тянется из прошлого, вами нерешенная. И кто-то, я могу предположить, уже сумеет в эту декаду завершить. Может быть, не с первой попытки, может быть, со второй. Но даже если вы не впишетесь, все-таки мы все разные. Я вижу, здесь есть конкретное дело, которое нужно рыбам и рыбкам решить. Но даже если не в эти 10 дней, то я могу предположить, вы все равно закроете какой-то гештальт или решите для себя этот вопрос. Чего бы он ни касался, это ваше достижение, это ваша экспертность, работа, учеба, ну, самая разная палитра, деньги. Но тут, скорее всего, на деньги у вас будут. Потому что по тузу огня это все-таки карта ресурсности, безусловно, и важных решений, готовности к чему-то. И, безусловно, это карта возможностей. Иногда по этой карте неожиданная информация, которую вы узнаете. И карта нам говорит, мечта – это реальность. Нам говорят еще одновременно о свободе, о смелости. Смелости принимать решения или идти вперед. И если прежде, как мы хотели осуществить мечту, но как-то не сработало, не получилось, то теперь через перезагрузку, вы знаете, вы тут, правда, что-то можете для себя настолько переиграть, что потом себе скажете спасибо. Более того, вы еще удивитесь, почему же эту возможность я не видел ранее или не видела. И вот у нас на деньги, у кого-то это вторичный доход или новый способ заработка, или какая-то информация, которая приходит в вашу жизнь, и ее нужно додумать и потом каким-то новым методом действовать. И тут, правда, это как начало. И это какое-то дело, или где-то карта вам говорит, деньги к тебе придут через то, когда ты занимаешься любимым делом. Тогда у тебя и больше самодостаточности, как бы укрепляешься ты в своем намерении, в цели, в мечте, и больше возможностей для тебя открывается. Вот вам, что бы тут вы ни ставили, как вам приходят деньги, или вот эти согласования, темы, как я уже говорила, вам это должно нравиться. И тогда вот эта перезагрузка, она пройдет более продуктивно. Тут есть взаимосвязь между деньгами и между тем, что вы себе наметили. Как-то ваша мечта, она должна быть пересмотрена с нового ракурса. И с новыми возможностями вы можете что-то осуществить. И благое то, что есть у вас поддержка. Правда, есть поддержка по двойке земли, работа в команде или где-то, пусть на личную жизнь, есть друг, подруга, может быть, это любимый человек, может быть, это ваша семья, кто-то из семьи или родственники, но взаимодействие, ну, что-то должно быть, безусловно, продолжено. Значит, по этой карте есть возможность осуществить свое намерение. Или есть какие-то контакты, которые тоже должны быть продолжены. И вообще это, в принципе, нам карта еще одновременно дает совет. Работа должна быть в радость. Вот то, что я уже сказала. Или сохраняй одновременно баланс между твоей занятостью, трудом и отдыхом. Потому что мыслить как-то по-другому, перезагрузка, мы с вами говорили, и метод прежний нам придется оставить позади. Он не работает, он какую-то темноту, путаницу в нашу жизнь вносит. Но прежде чем мы его увидим, мы должны быть хорошо отдохнувшими. Может быть и так. Но какое-то взаимодействие. Вот у нас начался наш расклад с карты собака. Да, я сказала, вот доброй энергии. Есть какой-то друг, ваш помощник, поддержка, опора. Может быть и так. И двойка земли где-то нам тоже говорит о том, что есть тот, на кого вы можете опереться. И для вас любые ваши желания, они осуществимы. Но, кстати, по этой карте еще присутствует элемент спонтанности, когда могут приходить не случайные случайности или какая-то правда, информация перед вами открывается. Вы думали как-то, ну, так односторонне, может быть, даже однобоко, взгляд ваш был на какую-то проблему, а тут вы увидите, что нет, есть еще какие-то объективные причины, может быть, к тому, что у вас тут что-то не получалось. И вот вы увидите это, и теперь вам будет более спокойно, более уверенно что-то осуществить или и еще раз с каким-то новым методом попробовать и в конечном итоге получить какой-то
победу, мои дорогие. Что-то тут у вас получится, но, повторюсь, другим методом. И есть и поддержка, есть, кстати, у вас и деньги на какие-то ваши тут желания, осуществления. Но, наверное, тут не совсем в эти 10 дней основополагающее значение имеют деньги или какие-то денежные траты. В эти 10 дней скорее вы в направлении выбираете или какой-то новый метод, или разрабатываете для себя новую стратегию и тактику взаимодействия. И само по себе, значит, когда выпадает десятка воздуха, ну да, это мы некоторое выздоровление уже чувствуем после изящного завершения чего-то. И когда мы больше уверены в собственных ресурсах, по тузу огня новые возможности всегда. Ну и двойка земли – это и есть какие-то надежные партнерские отношения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.